Всем привет! Ну вот и я. Сегодня поговорим о трудоустройстве. И я бы хотел сказать спасибо, что несмотря на то, что я сейчас был в отпуске, вы все равно активно смотрели мой канал, комментировали, ставили лайки, дизлайки и были активны. Это радует, это супер. Еще больше радует, что Инстаграм начинает потихонечку расти, так что присоединяйтесь. А также мне звонили на Вибер напрямую по поводу трудоустройства, потому что я облапошился и поставил в одном видео свои данные. В общем, в ролике про регистрацию в Норвегии, первый ролик, который я снимал на эту тему, проскочил мой номер телефона, и вот человек дозвонился. Нет, ну круто, это значит, что человек полностью смотрел этот ролик и был внимателен. Это здорово, это супер. Но я хочу начать этот выпуск вот с такой информации. В общем, я сейчас не трудоустраиваю никого. И если бы были вакансии, то, разумеется, эти вакансии выставлены были бы на специальных сайтах или, может быть, на Инстаграм-странице или в Фейсбуке. Я просто помогаю людям понять, как эта работа работается, как эта работа должна работаться правильно в плане финансов и как не улететь на деньги. То есть вот и все. Вот маленький один из посылов моего канала. То есть представьте, что в Инстаграм, в Фейсбук, в комментарии здесь пишут, спрашивают. Кто-то ненавязчиво, кто-то прямо-таки звонит и начинает рассказывать свою историю. Кто-то прямо-таки свою историю пишет в Инстаграм, в личные сообщения. Можно спрашивать, можно интересоваться, но не надо так навязчиво это делать. На данный момент любой клиент, с кем работаю я, они в водителях по сути не нуждаются. То есть у них есть постоянный штат, есть вот такие, как я, кто может подменить в любое время, как говорится. И реально те фирмы, которые работают, те фирмы, которые уже построили свое дело, в них текучки нету. Просто нету. Люди там работают, сидят и не дергаются. Это, в принципе, золотое правило, оно касается, я думаю, любой страны, любой фирмы, любой транспортной компании. В одном комментарии упомянули Андрея Босуна. Этот человек, с роликов которого я вообще начинал ознакомливаться с тем же рефрижератором, вообще с работой дальнобоя. И я до сих пор жалею, что так и не удалось выйти с ним на личную связь. И комментарий был такой, по сути, что типа Андрей уже все показал, и Паша Король тоже, привет тебе, уже все показал. Типа ничего нового. Ребята, ситуация меняется. Тот же пакет мобильности сейчас просто палок в колеса понаставил немеренное количество. Это же вам должно быть интересно. Но если вы работники, которые вот тупо поднимите на зарплату, и я не буду работать за эти деньги, и дальше вы не мыслите, то есть дальше не пытаетесь вообще понять, как бы на основе чего вам будут поднимать зарплату или платить те деньги, которые вы требуете, то, конечно, да, в принципе, все уже сказано, все рассказано, все показано. А если все-таки немножечко попрофессионально относиться к этому вопросу, то реально ситуация сейчас меняется. Автоматизация наша прямая угроза нашей работе. Ребята, уже пора бы начать задумываться об этом. Эта вахта продлится примерно месяц, поэтому постараюсь понаснимать полезностей. Планирую снять еще один ролик про прицеп с боковыми дверьми. Также прошу вас продолжать активно поддерживать канал, подписываться, лайкать, дизлайкать, комментировать и подкидывать мне идеи для роликов.
А еще кто-то написал, говорит, дизайн у машин не очень. Но опять же, у фирм-перевозчиков на вкус и цвет товарища нет. Короче, продолжаем в том же духе. Так что, ребята, буду включаться в работу. По сути, я вот только начал, только вот приехал в Норвегию, вчера выгрузился, сейчас жду дальнейших распоряжений. Утро раннее, как говорится. И в комментариях мне также писали, что мало экшена. Летом мало, реально мало экшена. Ждем зимы, ребята, ждем зимы, все будет. А пока еще раз спасибо вам за активность. Супер, что вы поддерживаете, что вы пишете, что вы неравнодушны. Буду стараться развивать канал. Будет много интересного, полезного. И не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться, также продолжать делиться и распространять этот вирусняк. Да, и еще по поводу зарплат. Зарплат, трудоустройства и объявления о работе. Вы когда листаете объявления, вы в первую очередь, разумеется, пытаетесь найти циферки, то есть размер зарплаты. Вполне логично, вполне обоснованно. Но неужели вас не настораживает, что большинство вакансий описываются примерно в том ключе, что фирма огонь, все замечательно, все хорошо, соцпакеты, гарантии, выплаты, отели, работа строго по графику, а требования как таковые это не указываются. Все требования нынче сводятся к гражданству и наличию необходимых, скажем так, проездных документов для устройства на работу. И по сути опыт там, например, перевозок на каких-то типах машин, рефрижераторах, там, тентах и прочего, он очень мало где указан. Неужели это не настораживает? И не настораживает то, что фирмы в той же Германии, Италии, там, нанимающие на работу там, по итальянским, немецким, английским, неважно каким трудовым договорам, нанимают людей из дальнего зарубежья. Неужели это не вызывает ни малейших подозрений? Особенно после просмотра фильма, который я уже 100 раз упоминал, наверное, «Рабы фур». Я ни на что не намекаю, но мне кажется, можно было бы задуматься. А еще есть такой вопрос. Была бы вам интересна тема взаимоотношений вахтенных рабочих, таких как мы с вами, с их женами, женщинами и детьми в семье? Регулярно сталкиваюсь с этими вопросами, проблемами, с некоторыми закостенелыми принципами. В последнее время зачастили разводы, что огорчает. Была бы вам эта тема интересна или нет? В Инстаграме я стараюсь потихонечку продвигать более современное, что ли, отношение к семье, к женщинам и к детям тех, кто лишен отца подолгу. Пишите в комментариях. Спасибо. До новых встреч, друзья.